Всем привет, кто выжил после июльского обновления. Подошло время рассказать все о новом измененном хардкорном режиме в Rust. С вас лайк и подписка, а я начинаю. Перейдем к новинке. На тестовой ветке появился новый предмет — компас, на создание которого у разработчиков ушло целых 3 месяца. На данный момент он находится в стандартном крафте, и его не нужно изучать, а требует он всего 75 металла для крафта и обладает собственной проработанной моделью и анимацией осмотра. В игру он был добавлен исключительно для переработанного режима хардкор, о котором мы поговорим чуть позже, где у нас с вами не будет всеми любимого стандартного компаса сверху экрана. На момент тестирования существенный минус заключается в невозможности комбинирования данного предмета с любыми видами оружия, ввиду того, что компас занимает основную руку, но у нас есть возможность использовать любые виды щитов с данным предметом. Также компасом неудобно пользоваться во время бега, из-за того, что рука притягивается ближе к телу, заставляя дополнительно использовать Alt для просмотра направления движения. Остается открытым вопрос, зачем он вообще нужен в хардкоре и как он нам пригодится. Делитесь в комментариях, а мы идем дальше. Следующим на очереди в хардкоре затронули карту. Сейчас олды, играющие с 2015 года, должны пустить слезу, ведь нам вернули туман на карту, где теперь, чтобы открыть ее полностью, нам нужно будет исследовать местность, бегая по разным местам. При смерти на данный момент все, что вы исследовали, не исчезнет. Также на данный момент карта доступна без дополнительных крафтов. Открыть ее можно через привычную клавишу G. Ранее нам требовалось крафтить ее, а при потере изучать мапу нужно было заново. Возможно, данный функционал прикрутят к новому компасу, но это мы увидим в обновлении августа. Следующее изменение коснулось огнестрельного оружия. В хардкор режиме оно должно стать действительно редким и ценным, из-за того, что изучать и крафтить его не представляется возможным. Даже если исследовать его по ветке изучения, крафт вам будет все равно недоступен. Единственное, что можно с ним сделать, это починить. Из оружия на данный момент доступны все виды луков, арбалеты, гвоздометы и оружие ближнего боя. Даже бедную Йоку убрали. Таким образом, разработчики хотят добавить ценности огнестрельному оружию, что, по моему мнению, очень хорошо. Но также есть и приятная новость. Весь огнестрел можно будет найти в ящиках. При этом шанс выпадения будет увеличен. Теперь перейдем к механике респавна. В измененном хардкоре будет доступно всего 5 точек, как это было ранее. При этом кулдаун на возрождение на спальнике будет равен 30 минутам, а на кровати 27, что всего на 3 минуты меньше. Страшно представить, когда вас начали рейдить, а все спальники в КД, а бежать вам придется с пляжа. Вот это я понимаю хардкорное выживание. Следующее, что не обошли стороной разработчики, это потребление ресурсов шкафом. Количество ресурсов, забираемое шкафом, увеличилось в разы. Я построил идентичные кибитки из разных материалов и готов показать вам различия содержания на разных режимах. Каменный дом на классике потребляет 532 камня и 45 металла в сутки. На хардкоре же содержание такого дома обойдется вам в почти 3000 камня и 225 металла. Металлический дом на классике потребляет около 400 металла в сутки, а на хардкоре 2000, что в 5 раз больше, чем на обычном сервере. А МВК дом на ваниле потребует 45 МВК и 45 металла, а на хардкоре за такой же дом вы отдадите в сутки уже 224 МВК и 225 металла. Если такую цену не изменят глобалу, то мы все переквалифицируемся в жестких фармил с основной задачей по содержанию дома. А еще в хардкорном режиме нас ждет полное отсутствие мирных зон, отсутствие глобального чата. Работать будет только локальный чат, и то с радиусом в 100 метров. Будет полностью удалена система пати, где вы с тиммейтом будете узнавать друг друга только по одежде и модельке игрока. Также при ноке игрока он не будет ползать, а сразу примет лежачее положение. Расплюс вы также не найдете в данном режиме, так что оповещение о рейде вам не придет. А всеми любимая РСЗО также будет удалена, и системой миссий вы тоже не найдете, ровно так же, как и меток. А будущие изменения вы всегда сможете найти в моей телеге. Подписывайтесь, и до новых встреч!